Бывало ли такое, что вы нарисовали работу, смотрите на нее, и появляется ощущение, что-то здесь не так? Казалось бы, в ней есть стиль, но вы понимаете, что это вообще не про вас. И как же такое может быть? Всем привет, меня зовут Арина, я художница Рицарди, и в этом видео я расскажу о том, как же найти свой стиль в рисовании. И мне кажется, что это достаточно неочевидный способ, потому что к нему я пришла через собственный опыт. На YouTube существует огромное количество видео о том, как же найти свой стиль, и зачастую там рекомендуют, во-первых, развивать насмотренность, то есть изучать, как формируется стиль у других художников. Второй пункт — это, возможно, в чем-то копировать этих художников, чтобы понять, как именно вам нравится рисовать, например, глаза, губы, нос, брови и так далее. То есть по-разному пытаться видоизменить те или иные части тела. И я бы назвала это таким искусственным способом создания стиля, потому что мы буквально формируем его по частям, собираем как конструктор. И в этом абсолютно нет ничего плохого, это даже очень полезно, когда вы работаете в коммерции и вам нужно не только один стиль создать, но использовать совершенно разные. Конечно, в этом случае это супер схема. Однако в этом видео я буду говорить о стиле как о некой форме, через которую мы отражаем наш внутренний мир. Мы сублимируем наши переживания, эмоции, все то, что нас волнует, через творчество. Я видела работы разных художников, вероятно, какие-то из них повлияли на меня, и я стала использовать это в своих артах. И так получился некий стиль, который при этом вызывал у меня очень странные ощущения. То есть вот, я нарисовала несколько работ, похожих друг на друга как раз-таки своей стилистикой. Но при этом, о чем я говорила своим подругам, каждый раз я чувствовала, что это все равно не про меня. Но как это может быть? Я ведь рисую вот таким образом, моя рука сама уже так рисует. Я как будто бы и не могу по-другому, но все равно появляется очень странное чувство. А иногда у меня было так, что я нарисую какую-нибудь работу, посмотрю на нее и пойму, а вот в ней вся я. То есть я вижу ее и понимаю, насколько сильно она действительно меня отражает. Я буквально чувствую взаимосвязь с этой работой. Она может быть очень простой, не особо как-то выделяться на фоне других, но при этом она мне может внутренне безумно нравиться и доставлять какие-то теплые чувства. Но что это вообще такое и с чем это может быть связано? И вот знаете, я уверена, что вам не понравится этот вариант, но чтобы найти свой стиль в рисовании, сначала нужно разобраться со своей головой. И вот здесь могла бы быть просто великолепная интеграция сервиса психотерапии, но, к сожалению, я не популярная художница, поэтому имеем, что имеем. А теперь давайте поэтапно разбираться, какие именно проблемы с головой я имею в виду, и как их решать, если их вообще можно решить. Первый пункт, самый такой неприятный, болезненный, это наша внешность и восприятие самого себя. Часто можно заметить, как в портретах художника прослеживаются его собственные черты. Просто потому, что это неосознанный процесс, и часто так бывает, что у нас получается нарисовать хорошо то, что нам очень знакомо. Мне кажется, стоит сделать такое небольшое примечание, что все эти выводы, которые вы услышите, сделаны на основе моего личного опыта. И поэтому я не выступаю здесь в роли какого-то эксперта, а просто делюсь тем, к чему я сама пришла, и, возможно, вас это откликнется и вам это поможет. У меня, например, есть с внешностью такая штука, что я иногда не понимаю, как я вообще себя воспринимаю. Иногда я кажусь себе такой, иногда совершенно другой, и постоянное мое мнение о самой себе очень сильно меняется. И в какой-то момент я стала замечать, как это совпадает с тем, как я рисую людей. Когда я чувствую себя хорошо, когда я воспринимаю себя в каком-то положительном ключе, я и создаю более красивые портреты, например.
Если же я нахожусь в подавленном состоянии или у меня начинаются американские горки в моей голове, и сразу почему-то люди начинают получаться очень странными. То есть происходит какая-то дереализация и полное непонимание того, а как я вообще выгляжу, как я вообще себя воспринимаю внешне. И приведу вам такой пример. Сначала я пыталась нарисовать себя так, и в этот момент я действительно сидела с мыслью: Господи, а как я на самом деле выгляжу? Потом начинаю как-то разбираться, и только придя к некому внутреннему спокойствию и умиротворению, у меня получился этот портрет. Если что, он не доделан. И когда я на него посмотрела, я подумала: да, в нем как будто бы действительно больше меня, даже если говорить про энергетику. И я не вкладываю в это слово некий магический смысл, это скорее просто вот про вайб. То есть как только я снова почувствовала себя красивой, и не просто красивой, а вот такой вот, да, мне сразу стало легче рисовать. Мне сразу захотелось по-другому рисовать, и я сразу по-другому и начала рисовать. И это действительно все в нашей голове. Потому что как вы можете создавать красоту, если не видите красоту в самом себе? Но внешность — это только один из пунктов. Теперь переходим к личности и ценностям, которые формируют эту личность. И просто ответьте на следующие вопросы. Первое. Как бы вы описали самого себя, то есть ваши личные качества? Затем, как вы думаете, как бы вас описали другие люди? Дальше подумайте о том, какие вообще у вас самые основные ценности, что для вас важно, какие у вас интересы. И все это должно формировать некий целостный образ. Однако, если не получается, что-то не складывается, значит, либо вы что-то упускаете и чего-то не хватает, либо вы не договариваете самому себе, или же вы просто не понимаете что-то про самого себя. То есть, если вы хотите найти свой стиль в рисовании, вам нужно сначала найти самого себя, а затем этот стиль, он сам к вам придет, потому что вы будете рисовать и уже понимать, вот это сейчас про вас или не про вас. И если вы сейчас задаетесь вопросом, а точно ли вы сможете это понять, вы правда это почувствуете. Потому что когда вы, например, что-то нарисовали и до конца не уверены, точно ли в этом есть вы, значит, ответ очевидный – нет. Потому что когда я после долгих вот этих метаний и поисков неожиданно нарисовала что-то, в чем почувствовала себя, моя реакция была буквально абсолют синема. Поэтому, если, например, у вас такой темный, загадочный стиль, и вы хотели, казалось бы, так рисовать, но при этом все равно ощущаете, что что-то здесь не так, попробуйте, наоборот, теплую гамму. Это, если что, как один из примеров. Вот знаете, в ТикТоке это тренд. Да, мне кажется, я в каждом видео буду приводить ТикТок как действительно научную исследовательскую основу, когда думала, что я Луна, но оказалось, что я Солнце. Ну вот это вот все знаете. Так вот, если вы пытались рисовать в таком загадочном стиле, возможно, это действительно не про вас. Возможно, вы — это что-то солнечное, светлое, яркое и очень открытое. И в этой очевидности есть своя красота. Пробуйте максимально разные направления. Меняйтесь как человек, ищите себя. И вместе с поиском себя вы найдете и свой стиль в рисовании. Поэтому, как мне кажется, и нет этой универсальной схемы, как найти свой стиль в рисовании. Мы все индивидуальны, и у каждого из нас есть своя история. Каждый из вас проходит свой собственный путь. Поэтому, если вы сейчас фокусируетесь на том, кто вы на самом деле, как вы себя ощущаете и как вы воспринимаете себя, это будет гораздо более ценным, нежели вы будете сутками напролет думать о том, а вот как нарисовать вот эти глаза, чтобы точно было понятно, что это мой стиль. Потому что мне искренне кажется, что самое ценное — это когда художник через работы передает свой внутренний мир, свои взгляды,
свою какую-то энергетику. И поверьте, когда вы будете искренними и с самим собой. И поверьте, когда вы будете искренними в процессе рисования, искренними и самим собой, и со своей аудиторией, это будет чувствоваться. Поэтому обязательно напишите в комментариях, нашли ли вы свой стиль в рисовании или еще находитесь в поисках. Мне будет очень интересно все это прочитать. Мои работы вы можете посмотреть в телеграм-канале, ссылочка в описании. Спасибо большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока!